Всем привет! Захотелось поделиться с вами о жизненном пути наших желаний, наших мечтаний, как от идеи они доходят до результата, который либо радует, либо в ноутбуке у меня моя схема. Я буду сюда периодически подглядывать. В общем, сегодняшнее видео о жизненном цикле наших желаний, наших мечт. Все начинается с мысли, которую мы примеряем на себя. Если отклика нет, то с мыслью мы прощаемся. Если же отклик есть, то эта мысль превращается в желание. Да, хочу. Если желание для нас реализуемо, есть все необходимые ресурсы, то оно просто превращается в задачи, выполняя которые мы достигаем результат и празднуем. Давайте поясню на простом примере. Вы сидите, работаете, проскочила просто мысль о кружечке чая, примерили на себя, есть ли отклик. Допустим, есть, хочется действительно кружку горячего зеленого чая. Реализуемо. Да, у меня дома есть зеленый чай, есть чайник, есть вода, нет никаких препятствий. И желание превращается в задачу пойти на кухню, вскипятить воды и заварить себе чай. Результат достигнут. Аллилуйя. Если же желание сейчас для нас нереализуемо, то встает вопрос, а хочу ли я его реализовывать? Если нет, то чаще всего, не всегда, но чаще всего желания превращаются в такую несбыточную мечту. И из своего опыта работы с желаниями и целями, системой целеполагания заметила, что такие несбыточные мечты – это чаще всего либо изначально ложная мечта, либо это мечта-оберег от счастья. Очень часто люди придумывают себе такую мечту-отмазку для того, чтобы отгородиться этой мечтой-оберегом от своего счастья, чтобы было на что сваливать, то, что вот видите, не исполняется мечта, поэтому я такой несчастный. Здесь же есть и причина в потребности страдать, терпеть, про которую я уже говорила в видео, ссылку оставлю. Но очень часто люди даже не осознают, сколько таких вот мечт, оберегов себе придумывают, именно как ширму, чтобы с чистой совестью говорить, не исполнилось, поэтому я весь такой несчастный. И это отдельная тема для отдельного видео, потому что и ложные мечты, и мечты-обереги, они требуют особого внимания. Есть много что о них сказать. А мы идем дальше по схеме. Если же у вас есть намерение и желание реализовать свое желание, то тогда ваше желание становится достижимой мечтой. Вы понимаете, что в принципе, да, я могу это от жизни получить, просто нужно приложить какие-то усилия, совершить какие-то действия, разбить этот путь по исполнению моей мечты на несколько этапов. И шаг за шагом продвигаться к реализации моей мечты. Если же вы поняли, что в принципе достижимо, но как к этой мечте подступиться непонятно, то берете время на поиск решения. Если находите, становится все понятно, приступаете к выполнению задач. Если же вообще ничего не понятно, сколько бы вы ни искали, ни мониторили, ни смотрели на готовые примеры в нашей реальности, все равно вообще не понимаете, как лично вы можете ее достичь, на этом этапе может возникнуть желание отказаться от мечты, и тогда мы тоже с ней прощаемся. Либо она становится несбыточной мечтой. Хорошо, ваше желание стало достижимой мечтой, вы видите путь, знаете, что надо делать. И вот вы делаете, постоянно делаете в изнеможении, вроде бы сделали обратную связь, получили, скорректировали маршрут, сделали, получили, опять скорректировали. И приходите в точку безысходности, когда появляется ощущение, все, я сделала все, что мог, сил больше нет, у меня ничего не получается. И здесь мы переходим на ветку, когда уже нет желания реализовывать, и тогда переходим на несбыточную мечту и, возможно, вообще прощаемся со своим изначальным желанием. Здесь мы можем прийти к вопросу о том, а все ли желания вообще исполняются? Нет, не все. Даже из моей схемы видно, что все несбыточные желания не исполняются, но есть нюанс. На схеме есть зеленая стрелочка, я ее назвала чудо. Это процесс, который лично я логически как-то объяснить не могу. Как работает этот закон жизни, вселенной, мироздания, я не знаю. Каких-то научных данных у меня нет, поэтому так и назвала чудом. Но оно имеет место быть в нашей жизни. Есть мечты и желания, которые исполняются вне зависимости от нашей активности. Вы получаете нужный результат. Когда это происходит? Первый вариант – это наше детство. Помните, когда мы были еще
настолько наполненные, позитивные, верили, в Дед Мороза верили, много во что верили и верили в исполнение своих желаний. Еще не было столько внутренних блоков и ограничений, которые тормозят или просто нам закрывают путь к нашим желаниям и исполнению наших мечт. И поэтому все желания, которые были в детстве, большинство из них исполнялось. Причем мы не превращали наши желания в задачи. У нас еще не было ресурсов выстраивать план достижений, шаг за шагом к ним идти. Нет, мы просто так сильно хотели и так верили, перекладывали ответственность за вот эти все задачи, за шаги по достижению нашего желания на родителей, воспитателей, на близких людей, которым было в радость исполнить нашу мечту. И второй тип желаний, которые тоже исполняются сами собой, когда мы потеряли всякую надежду и искренне от них отказались. Что значит искренне? Когда вы понимаете, что мне бы очень-очень хотелось, но если не получится, то так тому и быть. Я найду способ жить счастливо и без исполнения моей мечты. И вот когда вы честно отпускаете и говорите, если исполнится, я буду очень счастлив, я буду еще счастливее. Но если нет, то не страшно. Я все равно буду счастлив. И это ключевое. Когда вы начинаете строить свою жизнь, свою дорогу к счастью без этого желания. Действительно отпускаете его не так, что я больше не хочу, но если что, давай. Нет, когда вы честно начинаете выстраивать свою жизнь без того, что вам хотелось бы, но не получилось. И вот когда вы полностью отпускаете и уже забыли, вот чаще всего именно в такой момент случается то самое чудо. Я уже рассказывала свою историю, как я познакомилась со своим мужем, видео про самомотивацию. Оставлю ссылку. Тот же самый эффект, когда полностью признала поражение и поняла, что все, хватит. Больше мне этого не надо. Было бы неплохо, но раз не получается, я буду жить без этого. Чудо, оно, конечно, прекрасно. Но дело в том, что чудо от нас никак не зависит. Сбудется, не сбудется, это уже вне нашей ответственности. Здесь мы никак не можем повлиять, остается только ждать. Есть люди, которые такие конкретные ждуны, вот они сидят и всю жизнь ждут, когда же случится, само собой вдруг. Такая инфантильная позиция, ожидание, что вот кто-то прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете и бесплатно покажет кино. Такое бывает, чудо бывает, но ответственности на вас нет никакой. И если вы выбираете этот путь, теперь давайте приведу примеры, чтобы было понятно, о чем эта схема. Про чай и вот этот самый прямой путь к результату мы поговорили. Сейчас приведу более такие витиеватые и сложные варианты. Давайте возьмем такой редкий, крайний даже, можно сказать, случай. Вы обеспеченный человек, всегда летаете бизнес или первым классом, но то рейс отменяют, то нет билетов в ваш класс, вас сажают в эконом, то багаж потерялся. И в какой-то момент вы настолько от этого всего устаете, что приходит мысль о частном самолете. Примеряете на себя. Да, было бы неплохо. Частный самолет – это очень даже хорошо, идея нравится. И если ваше желание иметь частный самолет прямо сейчас уже для вас реализуемо, то вы просто раскладываете желание на задачи и достигаете результата. Все. Допустим, желание частного самолета есть, но ресурсов для реализации сейчас нет. И здесь есть интересный нюанс. Он как раз влияет на то, становится ли ваше желание несбыточной мечтой или превращается в достижимую мечту, которую вы в итоге, скорее всего, достигнете. Я говорю о вашем окружении. Насколько ваше желание, ваша мечта близка вашей жизни. Насколько она уже соприкасается с вашей реальной жизнью сейчас. Этот же частный самолет. Если для вас это не какое-то там запредельное желание, которое есть где-то там в параллельной вселенной, обычная, почти примитивная вещь, у всех ваших знакомых есть частный самолет, у ваших родителей есть частный самолет, у братьев, сестер, всех коллег на работе есть частный самолет, то это настолько к вам уже близко, что не вызывает каких-то затруднений. Вы это уже трогали, вы этим уже пользовались, это уже часть вашей жизни, и вам осталось совсем сделать небольшой шаг, может быть, пара задач, чтобы и у вас был частный самолет. И тогда это просто достижимая мечта, вы думаете, что вам нужно сделать, чтобы ее достичь, создаете план достижения, выполняете задачи, и все. Вот теперь вы счастливый обладатель частного самолета. Но если, например, вы Наташа,
живете в Новосибирске, зарплата 24 тысячи, вы бухгалтер. У меня какая-то особая любовь к девчонкам из бухгалтерии. Это, наверное, еще с моих времен найма и работы на Винпроме. И вот вам пришла мысль о частном самолете. Примерили на себя, посмотрели фотки в Инстаграме и думаете: боже, частный самолет, да, хочу. Желание появилось. Реализуемо? Нет, потому что сейчас никаких ресурсов на реализацию этого желания у Наташи нет. И в окружении у Наташи тоже ни у кого частного самолета нет. Если бы он у кого-то был, Наташе было бы проще. Либо, например, поискать каких-то девчонок, которые точно так же когда-то из Новосибирска уехали в большой город или даже не уехали, создали свой бизнес, начали развиваться и в итоге, хоп, через несколько лет частный самолет. Какой еще у Наташи есть вариант приблизить свое желание? Например, Наташа смотрит и понимает, что ни у кого в окружении частного самолета нет, а было бы неплохо как-то приблизиться к этому желанию, хотя бы попробовать, хотя бы для начала не то, что на частном самолете, а просто в бизнес-классе полетать. Наташа начинает с этого, с малого. Постепенно создает параллельно свое окружение, в котором практически у каждого есть частный самолет. Общаясь с этими людьми, глядя на их действия, впитывая их отношение к миру, к их предприимчивости, как они управляют своей реальностью, перенимая их уровень ответственности за свою жизнь и веру в то, что бы я ни захотела, у меня все получится, я все смогу. Наташа все больше и больше подпитывает не только свое желание и не только приближает свою мечту, делает ее уже практически осязаемой для себя. Наташа еще и учится уже у своего нового окружения, как ей достигать эту цель. И при таком раскладе тут уже дело за малым остается. То есть желание Наташи о частном самолете становится достижимой мечтой, и здесь уже все зависит от Наташи, от ее упорства, от ее стремлений, желаний и активных действий. А еще у Наташи есть вариант в какой-то момент сдаться. Когда Наташа билась и поняла, что никак не дается. У каждого из нас есть абсолютное право отказаться от своей мечты. Особенно если в процессе вы понимаете, что она ложная, что она не ваша, что абсолютно навязанная. Вы подсмотрели ее у кого-то в Инстаграм и в процессе достижения понимаете, что лично вам она счастья не принесет, ваше счастье в другом. И вполне нормально переобуться и сказать: нет, прощай, ты хорошая, красивая мечта, но не моя. В процессе достижения мечты очень хороший вопрос для многих людей, как понять, что мне стоит продолжать, что нужно идти дальше, нужно пробивать эти стены, нужно сбивать кулаки в кровь, но биться за свою мечту. И как понять, что все, хватит, я сделала все, что мог, и достаточно. Пора отпустить, забыть и переключиться на другой и не циклиться на этом, а это оставить. Да, я получил опыт благодаря тем задачам, которые решал, пытаясь добиться, исполнить эту мечту, но я так устал, что достаточно. Лично мне помогают два примера. Первый – это путь героя. Если не знакомы, не знаете, что это, поищите, погуглите. Это очень многое объясняет. Это сценарий практически любого достижения, который говорит о том, что без препятствий мало что и мало у кого получается. Препятствия и неудачи – это часть пути, неизбежная часть пути, об которую мы закаляемся, учимся. И если ты помнишь о том, что этого не избежать, то ты просто продолжаешь. А еще есть Томас Альва Эдисон со своими 1000 неудачными опытами с электрической лампочкой и интервью, когда его спросили, как вы сохраняете упорство и волю двигаться дальше после 1000 неудачных опытов, на что он искренне изумился. Это не неудача, я просто узнал 1000 вариантов, как не надо делать электрическую лампочку. Так и здесь. Для меня главный критерий, когда я понимаю, что все, хватит, пора с этим завязывать, я попробовала, не получилось. Либо нужно отойти и посмотреть так, знаете, лицом к лицу, лица не увидать, большое видится на расстоянии. Посмотреть со стороны и, опять же, прислушаться к себе, я все еще этого хочу или нет. И если, как у Эдисона, остается драйв, задор продолжать, пробовать, знаете, когда ты попробовал, не получилось, и вместо опять не получилось, какой кошмар, это все не мое, надо все бросить, а наоборот приходит мысль, ага, так не работает, хорошо, а давай попробуем вот так. Попробовали, так тоже не получилось.
Так, есть еще вариант. Ну-ка, давайте попробуем еще один вариант. И когда с каждой, казалось бы, неудачей, ошибкой у вас рождается еще больше идей, еще больше вариантов, как можно это сделать, ну тогда это верный признак того, что надо продолжать. И я считаю, самое главное, это не та ваша мечта исполненная, тот результат, к которому вы пришли, а все путешествие. Вся вот эта дорога, которую вы проходите, весь опыт, который вы получаете, людей, которых вы встречаете на своем пути, какие-то неприятные случайности, уроки, которые вы получаете, навыки, которые приобретаете. Ценно именно все это. И важно не прийти в свою точку Б, а, как говорится, по дороге наслаждаться пейзажами. И на этой светлой ноте я буду завершать свое видео. Надеюсь, что-то было для вас полезно, получили какие-то инсайты, может быть, по-новому посмотрели на свои желания и мечты. Спасибо, что досмотрели до конца. На этом я с вами прощаюсь и увидимся в моих новых видео. Пока-пока. One is dead and one is plain. Make it sound